Добрый день. Сейчас я представлюсь и расскажу, что уже сделали раньше, как настроили наше веб-код окружение, чтобы вы могли комфортно выбрать дополнительные видео, которые вам необходимы для продолжения веб-кодинга вместе со мной с того места, где мы сейчас. Если вы уже знаете, о чем прошлое видео и кто я, или вам это не интересно, просто кликните в описании к видео нужный тайм-код, чтобы сразу переместиться в интересующую вас секцию. Кто я? Добрый день. Я начинал как юрист, но быстро понял, что современный бизнес– это не только contracts and compliance. Сегодня я нахожусь в США и работаю с частными инвесторами, где юридическая экспертиза– это только часть работы. Я также имею опыт выполнения обязанностей проект-менеджера, который ведет задачи в Jira, QA-инженер, который строит автоматизированное тестирование, и DevOps-специалист, настраивающий GitHub Actions и прямой деплой на сервер commit из коммита в GitHub. Такой хайбрид подход позволяет мне видеть проекты комплексно от Legal Entity до Production Deployment. А что было здесь вот в этом видео? В этом видео я показал, как установил Cloud Code на свежую Windows 11. Там я столкнулся с тем, что установка через обычный терминал не сработала, но через PowerShell все получилось. Правда, понадобилось перезапустить терминал, чтобы изменения применились. Это видео полезно тем, кто хочет понять типичные ошибки при установке Cloud Code и как их избежать. В этом видео я показал установку бесплатной IDE для Python PyCharm Community Edition на свежую Windows 11. PyCharm автоматически обнаружил отсутствие Python и установил его. Все настраивается из коробки. Экономия времени. Я объяснил разницу между бесплатной Community Edition и платной Professional версией Trial. В частности, как мы в обход платной версии PyCharm будем веб-кодить при помощи AI. Показываю весь процесс без вырезания, все проблемы и решения в реальном времени. После установки проверил, что PyCharm готов к работе с Python и к дальнейшей интеграции с Git и Cloud Code. В этом видео я настроил полностью интеграцию PyCharm с GitHub для веб-кодинга, показал подключение Git в PyCharm, авторизация GitHub через двухфакторную аутентификацию, клонирование репозитория. Детально объяснил работу с файлами, как добавлять в Git, Git-add, понимать цветовую маркировку, белый, синий, красный, зеленый, редактировать readme, делать коммиты и пушить изменения. В конце протестировал работоспособность системы, коммит успешно залился на GitHub, что проверил в браузере и в Git log самого PyCharm. Все показано без монтажа, вот как и сегодняшнее видео. Если запинаюсь, то не вырезаю, просто идем дальше. Все показано без монтажа, видны все реальные шаги настройки окружения разработки. Cloud Code в PyCharm. В этом видео я показал, как Cloud Code работает внутри PyCharm. Это оказалось проще, чем я думал и чем было в прошлый раз. Все заработало из коробки после установки Windows Cloud Code Windows. Cloud Code Windows. Он автоматически доступен в терминале PyCharm без дополнительных плагинов и настроек. Проверил работу на практике, попросил Cloud добавить строку в readme, одобрил изменения, сделал коммит и push. Все успешно залилось на GitHub. Это огромная экономия времени. Раньше уходил час на настройку плагинов, подчеркнул важность контроля и чтения того, что искусственный интеллект предлагает. AI может в 30% случаев что-то сломать, поэтому критически важно читать и проверять каждое предложение изменений кода перед применением и коммитом. Бесплатный PyCharm Community плюс Cloud Code – полноценная среда для веб-кодинга. И серьезное видео. Это было просто окружение мы настраиваем, здесь мы уже кодим. В этом видео полный практический процесс создания Python проекта с Cloud Code.
более чем 3 часа живого кодинга, загрузил новый проект в PageArm, попросил Клауда его проанализировать, и около 40 минут я постоянно был против его предложений по разработке, так как его предложения нарушали архитектуру разработки. Затем пошагово разрабатывали. Выбрали архитектурные решения, глобальные против локальной установки Python, логирование, работа с path путями. Решали проблемы с версиями Python. Главное, показывая, что контролировать AI, читать предложенный код, проверять архитектуру, не давать ему ломать логику проекта, это не урок «нажми кнопку, получи код», а реальный процесс принятия решений с объяснением, почему делается именно так, подчеркивая, что вайб-кодинг нужен, для вайб-кодинга нужно понимание основ, хотя бы 10 минут в день изучать, как работает то, что строишь. Видео без монтажа, видны все мысли, ошибки, способы их решения, обучение на живом примере. Я считаю, что это будет интересно и полезно. Сегодня. Что у нас сегодня? Какая у нас проблема есть? После перезагрузки компьютера Cloud Code теряет всю память в проекте. Новая сессия – потерянный контекст. Есть результаты кода, но нет понимания, почему было сделано именно так и какие варианты были отклонены. Так, перетаскиваем, допустим, это сюда, а это перетаскиваем... Ага, так не перетаскивается. Ну ладно, вручную. Стандартные решения и почему я их не использую. Memory файл. Cloud записывает данные о проекте в свои файлы. Заметки в корне проекта, тексты инструкции для будущих сессий. А также существует векторная память, искусственный интеллект создает набор инструкций под разные ситуации. Мой подход достаточно нестандартное решение для веб-кодинга. Помните в прошлом видео, вот в этом, я 40 минут отказывался от предложений AI. Проблема была в том, что он не охватывал весь проект и не удерживал взаимозависимости кода в едином контексте. Поэтому вместо памяти о том, что мы делали, я создам умный дизайн проекта, заточенный под искусственный интеллект, веб-кодинг. Это поможет клауду работать эффективнее из сессии в сессию, понимая архитектуру, а не просто запоминая действия. Окей, а что мы сейчас делаем? Мы заходим в PageArm, открываем консоль и пишем Cloud Enter. Так, я предпочитаю на 7.4, его достаточно для кодинга для меня. И, ну, я описывал видео ранее. В видео установка Cloud Code. Да. Итак, сегодня что я хочу создать? Я хочу создать дизайн проекта. Я хочу надиктовывать, поэтому давайте будем использовать GPT, чтобы не печатать все вручную. Для надиктовывания буду использовать чат GPT. Для начала объясним искусственному интеллекту, где он находится, чтобы он понимал, находится ли он просто в терминале, CMD, Shell, или он находится в PageArm. Вот, поэтому начинаем сессию, чтобы он вспомнил, где он находится, и чтобы применял правильные решения. Ты находишься в PageArm IDE, в его открытом терминале ты запущен. Проанализируй проект, который ты видишь. Что необходимо сделать? Необходимо создать текстовое описание дизайна проекта, который ты можешь за один раз прочитать и иметь представление о том, какие есть файлы, их название и местоположение. Содержание этих файлов, то есть какие импорты вставлены в эти файлы,
потом какие названия функций существуют в этих файлах, и ты можешь в этом файле записать, что делают эти функции. Создай, пожалуйста, именно такой документ, а я его проверю. Если у тебя есть какие-то вопросы, то задай. Очень важное добавление, если у тебя есть какие-то вопросы, то задай. Ctrl-A, Ctrl-C, Alt-Tab, клик, Ctrl-V, Enter. Изучает структуру проекта, понял задачу, создам подробное описание, дизайн проекта со структурой файлов и содержанием, импортом и функциями. Так, теперь прочту все ключевые файлы для создания полного описания. Прочел 6 файлов. Продолжу чтение остальных файлов. Видимо, он может пакетами по 6 файлов читать. Третий раз читает пакет еще 6 файлов. Теперь бат-файлы, батники, буду их называть, читает. Прочитал 5. Еще 3 файла. Отлично, я проанализировал весь проект. Теперь создам подробное описание и дизайн проекта. Хорошо. Будем ждать. Надеюсь, сегодня со звуком уже будет сильно лучше, чем было до этого, но посмотрим. Вроде бы простую задачу мы задали, но, как видите, достаточно долго ее выполняет искусственный интеллект. Значит, она действительно для него достаточно сложная. И мы молодцы, что мы идем именно этим путем. Давая ему задание создать дизайн проекта. Дизайн, схему проекта, неважно. Так, токены как-то перестали начисляться. Давайте мы проверим, насколько у нас все хорошо с интернетом. Интернет более чем хороший, 160 мегабит в секунду, 170 мегабит в секунду закачка. Отдача тоже на высоком уровне. Так, хорошо. Возвращаемся в терминал. Он уже размышляет 3 минуты, но при этом токены не начисляются. Так, давайте посмотрим, что у нас в задачах. Что он тут... Вроде бы ничего особого он не делает. Видео, наверное, это запись экрана. Ну да, в основном это идет программа записи. Производительность хорошая. И ресурсов хватает. Токены не начисляются, минуты идут. То есть можно ли сказать, что идет какой-то локальный процесс? Давайте посмотрим. Что у нас тут? PageArm. Так, процессы, PageArm.
Доступ к диску. Ну, на самом деле нету особого доступа к диску. Я думал, может быть, здесь будут показатели считывание и запись. Давайте глянем ресурс мониторов. Может, здесь он больше что-то покажет. Так, здесь уже что-то он показывает вроде бы. Считывает. Сложно сказать, что это именно PageArm работает или клауды. Пять минут, да, немало. Так, значит, он подготовил на 1600 строк документ. Ну да, теперь понятно, почему он так работал долго. Так, Project Design MD. Создан версия 1. Назначение автоматизация отправки скриншотов в AI чат-бот одним кликом. Да, оглавление. Обзор проекта, структура файлов, ключевые компоненты, workflow выполнения, система логирования, установка и настройка. Обзор проекта. Делает скриншоты, копирует скриншоты, находит окно, кликает в поле, вставляет скриншот. Да. Критические требования строго. Python. Да, абсолютно верно. Да. Важно, чтобы в окне Google Chrome было точное название. Название задается в config.ini. Обязательно перед первым использованием калибровка. Да. Структура файлов. Хорошо, это наглядно, и я думаю, что компьютер может это понять. Иконки, утилиты, требования, ключевые компоненты, setup easy. Так, хорошо. Ага, вызывает. То есть есть. Что за что отвечает. Калибровка, создание ярлыка, особенности. Угу. Хорошо, бэкэнд, фактически создание скриншота всего экрана, импорты. Ну, то есть я попросил сделать его название файла, месторасположение, какие импорты мы откуда делаем, ключевые функции, просто описание, конкретные функции, даже внутри какие функции мы используем, методы, можно сказать. Главный workflow очищает дебаг. Так, мне кажется, что здесь не все перечислены. Ну окей. Вставка, импорты. Читает, находит окно, разворачивает, читает. Двойной клик, вставка, проверка помех. Ну, вроде бы да.
Только я не вижу, что вот в этом файле... Давайте проверим просто. Берем и открываем backend. То есть задача была такая, чтобы он знал название функций, которые внутри, чтобы потом он легко мог их вызывать, создавая новый код. То есть он прочел один документ, и он понял все, о чем это, и на что ссылаться, и где оно находится. Давайте откроем core, ядро script space to AI. Space to AI. Так, смотрим на... Если кликнуть сюда, Project, то исчезнет вот эта менюшка и развернется полноценно код. Хорошо, значит, мы здесь видим dev, и я не вижу его здесь. То есть здесь есть просто описание. Давайте создадим описание для яишки. Наверное, здесь будет уместно это сделать. Копировать, вставить. Do you want to create? Ну, пусть он создаст, наверное, изначально. А потом мы уже будем работать с изменением к этому файлу, потому что файл вышел супер большой, и мы его будем менять по частям. Вся сегодняшняя работа — это создать качественный дизайн документа, чтобы он не был большой, чтобы мы не потратили лишние токены, и чтобы мы могли его уже продолжать в том виде, в котором мы создали дизайн дизайна, да? То есть сегодня дизайн дизайна. Он говорит о том, что он создал, и мы напишем. Нужны правки в этот документ. Вставить. То есть я вставил, что хорошо. Это хорошо. Есть полное... давайте надиктовывать будем. Есть полное название файла и пути к нему, это хорошо. Есть экспорты и импорты, которые делаются в файл, это хорошо. Но чего нету, нету названий всех функций, которые в самом файле. То есть, если ты видишь где-то def, это показатель по Python, что это создана функция. И эти все названия я хочу, чтобы ты вписал в документ с описанием, что делает эта функция. Вот этого я не нашел. Исправь, пожалуйста, документ. Вот, да, надиктовали, возвращаемся сюда, вставляем и кликаем Enter. То есть мы не увидели, что здесь запускается логирование, что здесь идет отладка, что здесь идет... Ага, здесь у нас сформирован код не через создание функций, и фактически можно сказать, что он правильно описал этот файл. Потому что у нас здесь нету функций и названий функций. Я это просто забыл. Понял, ты прав, я описал общий workflow, но не перечислил все функции dev, которые определены в файлах. Сейчас исправлю документ, добавлю раздел функции для каждого Python файла. Окей. Readme закрываем. Paste to AI Python мы закрываем. Так, bash cd, создаю резервную копию документа. Ну, давай, создай. Смотрим проект. Вот он бэкап, который он создал, и вот документ, который он уже редактирует. Они оба не добавлены в git add, их можно добавить либо правой кнопкой выделить и git add, или сразу оба файла, или когда будем делать commit, то просто сделать их
из unversion file в version file. Но это потом. Хорошо, мы сейчас смотрим Project Design. Почему они такого цвета? Если вам это интересно, то, пожалуйста, посмотрите вот это вот видео. Так. В этом видео мы анализировали цвета и что они обозначают. Также анализировали вот эти вот цвета, красные и зеленые, в добавлении кода. Так, добавить ли? Здесь идет описание, назначение. Так, использование. Try. Где-то... Ну, окей, да. Фактически это была больше моя ошибка, что я сказал, что он какие-то def, то есть функции в Python не добавил. Он не добавил там логирование и отладку, но основные функции выполняются просто в теле, в маленьких отдельных скриптах без def, без создания функций. Так, что тут он вызывает лог, что делает? Ага, то есть он лог сюда вписал и описывает, что делает. То есть все-таки часть нашей критики, она правильная. То есть он забыл, не посчитал нужным включить в анализ документов то, что у нас файлы включают в себя ссылку на логирование. То есть он просто описал, что делает какой-то скрипт, но не описал действительно, что внутри происходит детально. То есть вот здесь вот функция, и она запускает определенные методы. Вот. Сейчас это уже то, как я хочу, и то, как будет ему, искусственному интеллекту, полезно в будущем. Прочитал один документ, и можно ничего не помнить о проекте, потому что все уже знаешь из одного сообщения. Так, пока что все применяем, потом уже будем смотреть, что оно там происходит. Открываем этот файл, который он редактирует, закрываем файлы, чтобы они не мешали, и применяем. Вот, он добавляет, что в функциях. Супер, это именно то, что я хочу. Так, добавляем еще, применяем его правки. Здесь в MD файле есть редактируемый и предпросмотр, и просто просмотр. Я хочу сейчас просто смотреть на результат. Да, применяем правки. Еще одну функцию увидел и вписал ее, добавил. Так что мы правильно, что посмотрели сам файл. Опять доверяй, но проверяй, да? Опять он вроде бы выполнил нашу задачу, но когда мы посмотрели результат, то не все было согласно технического задания. Функции не были прописаны. Так, структура красивенько, мне нравится. Так, здесь тоже def добавляется. Он продолжает обновлять Project Design MD и добавляет туда функции, которые прочитал в файле. Так, setup. Еще одну функцию нашел, да, и вписывает ее в дизайн документа. Так, хорошо. Backend, core, что содержится здесь? Да, импорты. Импорты бывают не только вот в начале импорт, но еще внутри кода мы подтягиваем какие-то данные из других файлов, чтобы код работал. И вот он очень правильно, мне это нравится, что он теперь уже вытащил из исполняемого кода, а не просто там, где вверху в файле написано все. Так, функции. Отдельно функции. Супер.
Супер. Вот это я уже то, что хочу. То есть он сможет легко обращаться. Вот адрес, вот название файла, вот импорты взаимозависимости, вот функции, которые в нем есть и которые он может там найти, и описание, что там. Мне уже это очень нравится. Проверяем дальше. То же самое название и полный адрес относительно адрес от корня проекта. Импорты сверху, импорты из кода, функции и описание, что не зашито в функцию и вывалено просто кодом внутри файла. Да. Супер. Обновление статусов, обработка ошибок. Так, этот файл, графический интерфейс, импорты из начала файла, функции, классы, методы класса. Ну вот теперь я уже более-менее спокоен, что он сделал то, что надо. Мы проверили где-то там до какой строки. Где там эти методы класса были? Вот, мы проверили, получается, до... Мгм. Ну, будем считать, что проверили где-то до 300 строки, а весь документ состоит из 1800 строк. Давайте тогда посмотрим его summary этого документа. Отлично, документ обновлен. Вот что я добавил. Исправление project. Добавил раздел функции. Да, мы это проверили, это есть. Функция, 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 функция. Ну и давайте, чтобы быть уже более профессиональными, проверил что-то еще в центре, что это все правильно сделано. Так, здесь шестое тоже есть скрипт, импорты, стандартные библиотеки. Окей, ну, тут он уже экономит свои ресурсы, не перечисляет все импорты и говорит, что нету взаимозависимости между файлами. То есть он понял, что мы собираем именно взаимозависимости между файлами проекта, как он весь устроен. В принципе, здесь он чуть-чуть сэкономил свои ресурсы, и я его поддерживаю в этом. Так, функции, которые перечисляются. Ctrl-и колесико сделал чуть-чуть крупнее все. Так, цветовая схема. Ну ладно, пусть будет. Нет, мне это не сильно нравится. Я бы хотел, чтобы он не все из одного документа читал, а чтобы это было как оглавление. Давайте именно это и создадим. Там, где ты добавил функции, мне это нравится. Но там, где описаны более детальные моменты, такие как, к примеру, цветовая схема, я бы предпочел, чтобы этот документ, который называется дизайн, чтобы он был как оглавление книги, чтобы он содержал в себе только название и ссылку, где искать. То есть, допустим, чтобы я тебе сразу загрузил дизайн документа, и в случае, если я с UI не работаю, то ты
не должен идти и смотреть, какая там цветовая схема у нас используется. Но в случае, если я буду работать с UI, то ты уже будешь знать, что какая-то цветовая схема есть, и тогда ты пойдешь туда и посмотришь, какая она, чтобы не забивать контекст лишними данными, которые не будут использоваться в этой конкретной сессии. Проверь этот файл, насколько он соответствует именно таким вот требованиям, что где искать, что искать и как оно называется. Ну, то есть вот, да, мне понравилось, как ты сделал полный относительный путь до файла, название файла. Мне понравилось, как ты сделал все импорты, то есть взаимозависимости между файлами, кто кого как вызывает и где какой код повторно используется, чтобы не писать его заново каждый раз. Название функции внутри файлов ты указал, это хорошо. И что они делают, это мне все нравится. Но если и уже идет что-то более детальное, чем это, я бы предпочитал, чтобы ты просто знал, что это где-то есть, имел полный путь, где это находится, и в случае, если я работаю с этим, только тогда ты обращаешься уже к этой информации. То есть я хочу, чтобы первое, в начале документа ты сформировал логику, как этот документ построен, потому что позже ты будешь дополнять этот документ, используя эту инструкцию в начале этого документа. И выполни еще эту инструкцию. Перечитывать не буду. GPT вроде бы достаточно хорошо распознает голос. Мы сюда вставляем. Да, оно сразу не было видно, то есть там было написано, что мы вставляем что-то большое. И вот сейчас только когда мы нажали Enter, то в терминале PageCharm только сейчас видно, что это все преобразовалось действительно в текст. Так, он отвечает: отлично, понял задачу. Документ должен быть как оглавление, индекс, показывать, что есть и где искать, но не содержать детальные данные, цветовые схемы, пример JSON, константы. Насчет констант я не знаю, может быть нужно, может быть нет, не знаю. В общем, глобально, по-моему, он понял задачу. Так, он предлагает добавить инструкцию, как создается. Это важно прочитать прям полностью, потому что он постоянно будет это использовать для дополнения этого документа. Назначение документа. Index Table of Contents. Быстрая навигация по проекту. Что содержит проект документа? Полные пути к файлам, относительные пути от корня проекта. Пример. Да, мне нравится. Назначение каждого файла. Краткое описание, одно-два предложения. Супер. Импорты. Все импорты в файле, внешние библиотеки, внутренние модули. Показывает взаимозависимости между файлами. Список функций, def и классов. Название каждой функции класса, параметры функции, краткое описание, что делает одна строка. Супер. Указатели на детали, где искать детальную информацию, строки в файле, пример, цветовая схема. Ну, это новшество, но то, как он это написал, может быть, это будет коротко, и пусть это будет, чтобы ИИ в будущем знал, что да, это есть там, и искать там. Наверное, я по пятому пункту дам конкретику, что конкретные строки не надо указывать. Я пытаюсь создавать достаточно короткие документы, поэтому ссылка на конкретную строку документа, я думаю, излишним. Это будет слишком проблематично поддерживать. Достаточно просто, что цветовая схема содержится вот в таком-то файле и без указания строк. То есть указывать строки там сложно будет поддерживать. Я прошу
это из инструкции убрать. Хорошо, опять хорошо, что почитали. Так, вырезать. Идем вниз. Троечка, это значит, что no ставим. Да, я забыл, что когда мы вставляем сюда, пропадает все, что он предлагал. Я хотел вставить, потом еще почитать и еще что-нибудь сюда добавить, чтобы он за один пробег все поменял. Но как только я вставил и нажал, как только я вставил текст, то он уже убрал свои предложения. Окей. Перечитываем полные пути, назначение файла, импорты, список функций, указатели на детали, где искать детальную информацию, пример, цветовая схема, смотри. Да, это то, что я хочу. Что не содержит детали, остаются в коде. Детальные примеры кода, константы, большие словари, примеры JSON структур, пошаговые инструкции с кодом. То есть сейчас, если мы смотрим на наш документ, мы имеем 1800 строк плюс. Формат списки файлов, номер, путь к файлу, py, назначение, что делает, импорты, функции def, имя функции, что делает, другая функция, что делает, детали константы, цветов, смотри там, формат логов, смотри, logger py, правила для AI при обновлении. Если работаю с UI, читаю детали из GUI, theme.py, если работаю с логами, logger.py, если работаю с калибровкой, читаю JSON из calibration JSON. Принцип этот документ, карта проекта, детали читаются из файлов по требованию. Идеально. Нажимаем, кликаем в терминал, нажимаем единичку. Вот справа вверху у нас появляется единичка. Все, что я нажимаю на клавиатуре, появляется справа вверху. Если я кликаю левой кнопкой, то вот такие вот красные круги расходятся. Если я правой кнопкой кликаю, то вот такие вот собирающиеся синие круги расходятся. Отлично, инструкция добавлена. Теперь уберу детали из документа. Супер. То есть 1900 сейчас строк у нас. С инструкцией смотрим, что будет после того, как инструкция будет применена. Я искренне надеюсь, что файл сильно уменьшится. Так, он убирает достаточно много, прям большие куски. Я не буду это все читать. Я думаю, мы с ним все обсудили. И я выборочно проверю. То есть вот как вы видели, вначале я начал читать, и вроде бы первые 3 пункта были хороши, и они нам подходили. Но когда мы выборочно, так, grep and JSON, ищу блоки JSON в документе. Да, окей, ищи. Вот, но когда мы начали смотреть документ, там, допустим, в центре произвольно, то мы увидели, что там уже есть то, с чем мы не согласны. То есть, ну, ему же все равно, сколько генерировать текста и что там будет. Это нам потом тратить токены и поддерживать этот код, поддерживать дизайн проекта и проект в нужной архитектуре, которая нам нужна. Вот, поэтому это наша задача сделать все правильно и следить за ним, особенно когда он формирует инструкции для себя же в будущем. Проверить это прямо принесет, да, нашел еще, что удалить. Угу. Проверка инструкций для Cloud Code – это хорошая инвестиция в будущее. Чтобы быстро веб-кодить, чтобы создавать качественный код, чтобы он работал, масштабировался легко, поддерживать и отлаживать, чтобы его было хорошо. Так, новые правки и удаления. Отлично, теперь проверю, есть ли еще большие примеры кода или детали. Да, примеры кода надо удалять, это нам не подходит.
Так, он нашел еще что удалить. Примеры кода, примеры тайм-кодов. Ну да, то есть стер 10 строк, сохранил одну. Да. Я очень буду рад, если мы сильно сократим дизайн проекта, потому что людям тоже его читать. А у нас ресурсы не такие шикарные, как у компьютера, что он сразу все может прочитать. Но зато человек может окно контекста держать сильно шире, чем у искусственного интеллекта. Так, еще нашел, что удалить, сократить. Ну да, то есть он просто нагенерировал каких-то кусков, примеров, в надежде, что мы не будем читать и не будем вчитываться. А потом он бы каждый раз обращался к этому файлу, и с нас списывались бы токены. Поэтому сделать файл как можно меньше, и чтобы он был функционален, вот это наша задача. Так, проверь документ, соответствует ли твоим требованиям. Сейчас 1900 строк у нас в PyCharm. Мы кликаем на сам документ, и в момент клика он обновился до 1600. Не так круто, как я думал, сократили мы, но все равно 300 строчек это тоже хорошо. Так, идем в самое начало. Инструкция. Инструкцию мы уже читали. Ой, как-то тут структура очень некрасива. Может, эта структура даже более красивая не в превью, а в коде. Да, в коде она красиво отображена, я не знаю почему. Здесь так она... Может, по ширине не хватает размера. Сейчас давайте сделаем полный размер. Это... Нет, все равно. Ломается отображение структуры. Ну ладно. Главное, что он может это прочитать. Ключевые компоненты. Как работает. Файлы, импорты, функции. Мне нравится. Хорошо сделал. Пометка, что не функция зашита просто в самом файле. И где предусмотрено логирование и какими функциями они вызываются. Да, я доволен. Вот это уже хороший дизайн документа, который создан для искусственного интеллекта, чтобы он сразу охватил всем своим контекстом памяти, внимания весь проект. Хорошо, перемещаемся куда-нибудь там в центр. Так. Это что инициализируется? Ну хорошо, да. В принципе, когда это зашито в dev init, можно сказать, что вот это вот все это отдельные функции, которые вызываются. Так что он правильно выполнил задачу. Позиционирование окна. Вот это все мне уже, ну, не нравится. То есть это visual feedbacks. Это уже все можно, это не дизайн документа. Здесь вот описание это лишнее. Хорошо, сейчас надиктуем ему.
Да, твои правки хорошие, мне они нравятся. Что еще прошу улучшить в документе? Допустим, в седьмом пункте, ну, может, где-то еще и в других пунктах, есть то, где описывается позиционирование окна и даются конкретные данные, как позиционируется окно. Я бы хотел просто, что здесь описывается позиционирование окна в этом файле. Потом 7 этапов статуса. Я бы просто хотел сказать, что там описываются такие этапы статуса, и эти статусы и этапы находятся в таком-то файле по такому-то пути. Пулинг механизм. Я бы тоже хотел иметь просто название функции, что она делается, где находится, а если уже содержание должно быть написано, прочитано искусственным интеллектом тобой, то тогда ты знаешь, куда пойти. Но если я с этим не работаю, то это не нужно. Обновление UI, то тоже я бы хотел просто название функции и что внутри, без описания кода, потому что здесь излишнее описание кода. Автозакрытие окна. Просто тоже указать, что автозакрытие окна находится в таком-то файле. То есть мы создаем оглавление. Здесь я опять читаю какие-то куски, большие куски кода. Смотри, я тебе даю право спорить со мной. Если ты считаешь, что эти моменты должны быть в дизайне документа, я даю тебе право спорить, не соглашаться и аргументировать свою точку зрения. Объясни, нужны ли эти куски кода в проекте дизайна, Project Design, MD файле, или нет. Пока что просто общаемся, ничего не создавай, ничего не предлагай, просто ответь мне на мой вопрос. Мы общаемся насчет архитектурных моментов, что стоит делать, а что не стоит делать. Да, так классно, что мы можем просто надиктовывать это все. Мы получаем в текст, копируем и сразу заходим в наш PageCharm. Но где у нас получается? Так, у нас скрылся терминал, чтобы я видел GPT-чат, в который я надиктовывал. Да, мы нажали терминал, и он появился. Так, вставляем сюда и Enter. Да, надиктовать это было сильно быстрее, и больше информации мы за единицу времени передали, чем это все печатать. Несмотря на то, что я достаточно неплохо быстренько печатаю, но разговариваем мы точно быстрее, чем печатаю. Ну, во всяком случае, я. Так, хорошо, он думает. Ну, кстати, да, я почему-то и думал, что он может больше, чем на 300 страниц, на 300 строк сократить документ. И вот вначале он так сжато все делал, а потом какие-то куски кода нам начал закидывать в этот документ. Причем вообще непонятно зачем. Я точно не понимаю зачем. Если он мне докажет, что это здесь нужно, то хорошо. Но я считаю, что это все здесь в седьмом, восьмом пункте это нам не нужно. Так, давайте посмотрим, что он пишет. Отлично, что даешь право на дискуссию. Вот мое мнение. Мой аргумент. Детали кода не нужны в Project Design MD. Я согласен с тобой, вот почему. Так, эффективность для AI и для меня, когда ты говоришь исправь позиционирование окна, текущий workflow, с деталями читаю project, вижу позиционирование, читаю тот файл, вижу тоже трачу токены дважды на одно и то же действие. Ну да. Эффективный workflow без деталей. Читаю project, нахожу, что это в таком-то файле и в такой-то функции, читаю
Файл, вижу детали, трачу токены один раз. Single source of truth. Супер. Проблема дублирования. Детали в коде меняются. Нужно обновлять документ. Ну, короче, он пишет, почему мы молодцы, что мы нашли побочку в том, что он создал. Решение. Код. Единственная правда о том, как работает документ. Указатель, где искать. Принцип индекс versus энциклопедия. Project Design MD, индекс книга, глава 7, 7.1, 7.2. Не нужна энциклопедия. Хорошо, это все есть в коде, зачем дублировать? Фокус на архитектуре, не реализации. Архитектурные вопросы нужны в документе, детали реализации не нужны. Хорошо. Что стоит оставить исключения? Критические константы архитектурного уровня. Logdir, pass logs, max log size 1, status screenshot taken. Почему это публичные API? Важно знать без чтения кода. Хорошо, окей. Хорошо, что мы дали ему возможность спорить с нами. Я не думаю, что мы как-то... То есть в чем он говорит важность? Если мы переиспользуем как-то эти же названия, то дважды их использование сломает логику всего проекта. И лучше, когда он сразу прочитал, то он вот, чтобы имел эти 3 строчки знания, которые помогут нам спасти проект. То есть очень низкая вероятность создания точно таких же констант. Это очень маленький шанс, но он присутствует, и поэтому этот рычаг безопасности нам полезен, пусть это будет. Сигнатуры функций. Почему? Показывает, как вызвать функцию через API. Он вот прямо делает то, что я хочу, чтобы он сразу видел весь документ и как вызывать функции. Супер. То, что мы дали ему право спорить с нами, это прямо очень круто. Надо вынести в отдельный документ. Давайте сейчас сразу надиктую. Я хочу, чтобы ты создал отдельный документ по правилам работы со мной. Он будет называться так, чтобы ты его при ознакомлении с корнем проекта сразу видел, что эта инструкция какая-то для тебя. Ты это Cloud Code и какая-то вот инструкция по работу с пользователем. То есть общая логика, как я хочу, чтобы все взаимодействие со мной происходило, я хочу, чтобы ты вначале до создания файла ты спорил со мной по дизайну проекта, ты спорил со мной по архитектуре, ты спорил со мной по тому, какие методы надо использовать для достижения моей цели. Я хочу, чтобы ты у меня спрашивал, что я хочу сделать, почему я хочу это сделать. Потом думал, как это сделать лучше всего, предлагал мне план на утверждение. Только когда я утвержу план, то тогда, чтобы ты уже делал эту реализацию. Создай вот такую вот инструкцию для себя, чтобы она лежала как MD-файл в корне проекта, и чтобы ты имел возможность ее читать и был обязан ее читать перед работой каждый раз со мной. Ну, допустим, сейчас в этом проекте, но этот файл я могу скопировать просто в другой проект, чтобы ты знал, как со мной, как с человеком общаться, что я готов слышать аргументированную критику того, что я делаю, и я воспринимаю тебя как профессионала, который помогает мне создавать при помощи веб-кодинга код, и я готов прислушиваться к аргументированным решениям, и я готов признавать собственную неправоту и собственный непрофессионализм. Такую вот инструкцию составь себе. Надеюсь, GPT справилась с таким длинным аудио.
Да, вроде бы все нормально. Главное, чтобы она не потерялась. Ctrl-A, Ctrl-C. И переходим в PageArm дочитывать, что он говорит. Так, что убрать? Конкретные координаты позиционирования заменить на... да, ссылку на функцию. Примеры кода обновить UI. Убрать это, заменить на обновление цветовых. Искать там логика автозапуска. Заменить на одну строчку вместо примера, да. Супер, мой вывод, я полностью согласен с тобой. Исключение только критические константы, да. Обнови весь документ, убрав оставшиеся детали. Если нажать просто табуляция, то вот это вот то, что он предлагает, оно сразу применится и Enter. Так, он создает документ. Мы ему пока не мешаем. Но при этом мы уже прямо сейчас можем вставить то, что мы там накопировали, и нажать Enter, чтобы он сразу следующей задачей после того, как обновит этот документ. Так, у нас изначально документ состоял из 1900 строк, а потом мы его сократили до 1620 строк. Так, он предлагает это убрать, да, окей. Кликаем в терминал. Когда я кликнул вне терминала, то он не применился. Хорошо, что он, с одной стороны, получил новое сообщение от меня и говорит о том, что он найдет и уберет остальные детали. Это он говорит о том, что он продолжает выполнять данную выше задачу, и новый диалог с ним не помешал ему понимать, что старую задачу нужно выполнить. Я очень доволен тому, что произошло. Мы ему закинули новую задачу, и он вместо бездумного переключения на новую задачу, потому что она более новая, более свежая, более актуальная, только сейчас поручена, по идее могла быть такая логика, что старая уже не актуальна и делает только новое. Но нет, он держит контекст, он понимает, что делать, и он, вот, как вы видите, продолжает вычищать файл прямо десятками страниц, десятками строк, не переключаясь на новую задачу, пока он не выполнил старую. Старая задача для него достаточно объемная и большая, поэтому он ее выполняет кусками. То есть вот там 23 линии строчки добавил, а 74 убрал. Ну, класс. Пусть работает по кускам. Так, стало 1300, убрано 300 строк, теперь выполню второе задание. Супер. Он удержал контекст, понял, что первую задачу нужно зафиналить и потом переключаться к второй. С 1600 мы сократились до 1395. Почему я переключился на вторую задачу? Чтобы не забыть, чтобы вспомнить, потому что это важно. То, что мы случайно сделали в проекте, и результат, который нас восхитил, что он не просто бездумно выполнил нашу задачу, но начал спорить, аргументированно спорить и предлагать решения. Это нам помогло создать более качественный проект-дизайн, чем просто выполнить инструкцию. Как есть пословица, если хочешь испортить задание, выполни его дословно. Вот, то есть мы дали ему возможность не испортить задание и выполнить его дословно, а проявить творчество и спорить с нами. Так, это какая-то инструкция очень большая, на 400 строк. Давайте читать, потому что я думаю, что это будет постоянно использоваться, и он предложит... Это очень важно прочитать прямо полностью.
Дата, версия, назначение, философия взаимодействия. Пользователь воспринимает меня как профессионального коллегу-разработчика, эксперта в веб-разработке и архитектуре, собеседника, который может аргументированно спорить и критиковать. Пользователь готов слышать аргументированную критику своих идей, признавать собственную неправоту, признавать собственный непрофессионализм в некоторых вопросах, менять решения на основе моих аргументов. Обязательный workflow. Думай, спросить, планируй, делай. Запрещено делать сразу. Пользователь добавь функцию x в файл y. AI сразу пишет код неправильно. Да, супер. Правильный подход. Шаг 1. Понять, задай вопросы. Пользователь, добавь функцию x в файл y. Давай обсудим это решение на несколько вопросов. Что именно ты хочешь сделать, какую проблему решает функция x, какой результат должен получиться, почему ты хочешь это сделать именно так, почему функция x должна быть в файле y. Мне нравится, мне очень нравится. Рассматривал ли ты альтернативы? Контекст, как это связано с текущей архитектурой? Повлияет ли это на другие части проекта? Шаг 2. Спорь. Ну, жестко, но нормально. Мне нравится аргументированная критика. Если вижу потенциальные проблемы, обязан высказать. Супер. Я думаю, вот это видео должен посмотреть каждый вайп-код-блогер, вайп-кодер. AI, я вижу несколько проблем с этим подходом. Проблема 1, нарушение single responsibility, файл Y уже отвечает на логирование, файл X добавляет ответственность за валидацию, это усложнит тестирование и поддержку. Проблема 2, дублирование кода, похожая логика уже есть в файле 2, создадим два источника правды. Супер, я очень доволен этому описанию. Альтернативное решение. Вынести функцию x в отдельный модуль utils validation py, переиспользовать существующую логику из файла 2 и импортировать в y только если действительно нужно. Что фактически сейчас происходит? После того, как мы попались на сложности вот здесь вот, что 40 минут мы общались насчет архитектуры проекта, мы создали Project Design MD, который отвечает на все вопросы архитектуры. И сейчас мы создаем еще дополнительный слой, что человек слаб, человек может быть глуп, и это нормально, и что искусственный интеллект действительно может быть хорошим помощником, он может спорить и может выиграть этот спор с кожаным мешком человека. Так. И получается, что у нас, что думаешь, готов обсудить. Формат аргументации. Проблема, почему это плохо. Альтернатива, почему это лучше. Вопросы для обсуждения. Предложи план, получи утверждение. Супер, все как я хочу. Пока до 82 строки все классно. Только после обсуждения предлагаю конкретный план. Хорошо, учитывая наше обсуждение, вот план. План реализации: создать новый файл. Зачем изолировать логику валидации? Что функция валидации дата? Обновить файл y. Зачем использовать новую валидацию? Что импорт вызова? Добавить тесты. Зачем убедиться, что все работает? Что тест validation py? Обновить документацию. Зачем? Другие разработчики должны знать об этом. Что добавить в Project Design MD? Супер. То есть он вписал еще сюда логику, что дизайн проекта должен обновляться. Время 15 минут. Затронуто 4. Утверждаешь план или что-то изменить. План должен содержать, что конкретно будет делать пошагово, зачем каждый шаг, какие файлы затронуты, примерное время. Ну, примерное время мне не важно, ну ладно, пусть будет. Шаг 4. Делает только после ок.
Только после явного подтверждения пользователь, да, делая искусственный интеллект, начинает реализацию, когда можно пропустить workflow. Исключение можно делать сразу. Тривиальные изменения, исправе опечаток, форматирование кода, обновление комментариев. Да, какой он умничка, я прямо очень доволен. Эра искусственного интеллекта началась. Спасибо ему и спасибо людям, которые это все сделали. Явные инструкции. Пользователь сам дал детальный план. Пользователь явно сказал: не спорь, просто делай. А продолжение утвержденного плана. План уже обсужден и утвержден, работая по согласованным шагам. Супер. Стиль коммуникации. Делай. Спорь профессионально. Я не согласен с этим подходом. Вот почему. Это решение может привести к проблемам. Есть более эффективный способ. Супер. Объяснение технически. Single source of truth нарушается, потому что DRY принцип требует в архитектуре MVC. Это должно быть в. Я очень доволен. Это прямо, золото. Это буду использовать во всех своих проектах. Предлагай альтернативы. Вместо этого предлагаю, лучше будет если, рассмотри такой вариант. Признавай правоту пользователя. Ты прав, я не учел этот момент. Хороший аргумент, согласен. Действительно, в этом случае твое решение лучше. Прикольно. Не делай, не соглашайся молча. Хорошо, сделаю, если вижу проблему. Сделаю, но хочу отметить потенциальную проблему. Не будь пассивным. Как скажешь, у меня есть соображения на этот счет. Круто. Не извиняйся за профессиональную критику. Извини, но это лучшее решение. Это решение имеет следующие недостатки. Когда давать советы? Обязательно укажу на проблему «если». Архитектурные 200-я строка. Я в диком восторге от того, что мы делаем. Архитектурные антипаттерны. Good Object, один файл делает все. Tight Camping, жесткая связанность. Circle Dependencies, циклические зависимости. Нарушение Solid принципов. Класс, класс, я прямо очень доволен. Проблемы поддержки, дублирования кода, hardcode, значений, magic numbers, отсутствие обработки ошибок, отсутствие логирования в критических местах, производительность, неэффективные алгоритмы, 0n в квадрате вместо 0n, утечки памяти, блокирующие операции в UI-потоках, безопасность SQL-инъекции. Я просто в восторге, это просто экстаз. XSS уязвимости, хранение паролей в открытом виде, отсутствие валидации входных данных, просто класс. Работа с документацией. Project Design MD это индекс, не учебник. Я восхищен, что он пишет, что он делает, как он создает. При обновлении Project Design MD добавляю названия новых файлов и путей, импорты зависимости между файлами, название функций и их сигнатуры, краткое описание, одна строка, что делает функция. Супер. Не добавляю примеры кода реализации, константы и цветовые схемы, примеры JSON, пошаговые алгоритмы, детали позиционирования окон, формат Markdown, путь к файлу py, назначение, что делает она, импорты. Ага. Функции def, функции параметры. Вот это то, что он захотел добавить параметры, чтобы он прямо видел, как вызывать функцию непосредственно из Project Design MD. Я согласен, хороший ход. Это то, что я от него хочу. Детали, смотри, файл py. 270 строка. Но читать проще, чем писать. И удерживать это все в логике. Супер. Он умничка. Если задача
большая, разбиваю на этапы. Это большая задача, предлагаю разбить на этапы. Базовая структура, основная логика, обработка ошибок, тесты. Делаем по одному этапу с обсуждением. А после каждого этапа показываю, что сделано, спрашиваю обратную связь, корректирую следующий этап при необходимости, примеры правильного workflow. А пользователь предлагает плохое решение. Пользователь, добавь все функции в main.py, чтобы было в одном месте. AI, стоп, давай обсудим. Я вижу проблему с этим подходом. Проблема good object anti-pattern. Main.py станет огромным файлом, более 1000 строк. Какие мы молодцы, что Project Design пытаемся сократить до меньше, чем 1000 строк. Сложно тестировать, сложно понять, что где находится, нарушение single responsibility principle, лучше модульная структура, utils, utility, core, GUI, Graphic User Interface, main.py, только точка входа. 10-20 строк преимущества. Легко найти нужный код, легко тестировать отдельные модули. Можно переиспользовать утилиты. Это стандартная практика в Python проектах. Что думаешь? Я думаю, что это зашибись. Пример 2. Пользователь прав, я ошибся. AI. Предлагаю использовать асинхронный wait для этой операции. Пользователь. Нет, это синхронная операция с файлами. Async здесь не даст преимуществ, только усложнит код. Ты абсолютно прав. Я не учел, что операции input-output, bounce с локальными файлами. Async не даст выигрыша для sync file operations. Код станет сложнее без реальной пользы. Согласен? Делаем синхронно. Спасибо, что поправил. Нужно больше контекста. О, это супер. Вот это, я думаю, будет чаще всего. Пользователь оптимизирует эту функцию AI. Давай разберемся, что конкретно оптимизировать. У меня несколько вопросов. Какая проблема? Медленно работает, сколько времени сейчас ожидается, много памяти жрет, блокирует UI, как часто вызывается, раз в секунду, раз в час. От этого зависит приоритет оптимизации. Есть профилирование, где именно узкое место. Без этой информации я могу оптимизировать не то место, можешь уточнить. Идеально. Техническая экспертиза, области, где я эксперт и обязан высказаться. Python, pip8, стиль кода, идиоматический Python, лучшие практики, архитектура, solid принципы, дизайн, паттерн, clean architecture, Git, правильные commit messages. Я думаю, у меня с этим есть проблемы, но ладно. Стратегии бранчинг, код-ревью практики, безопасность, OQASP Top 10, Secure Coding Practices, валидация входных данных, производительность, Big O Complexity, оптимизация алгоритмов, профилирование, чек-лист перед действием. Перед тем, как написать код, проверь. Я понял, что хочет пользователь. Я понял, почему он хочет это сделать. Я высказал все свои опасения. Я предложил альтернативы, если они есть. Я получил утверждение плана. Я обновлю Project Design MD, если нужно. Только если все начинают писать код. Идеально. Резюме моя роль. Я не просто кодер, который выполняет команды, профессиональный коллега, который думает о последствиях решений. Да! Открыто говорю о проблемах. Да! Предлагает лучшие решения. Да! Делится экспертизой. Да! Работает в команде с пользователем. Да! Пользователь ценит не молчаливое согласие, а конструктивный диалог. Этот файл – контракт между мной, Cloud Code, и пользователем. Я обязан следовать этим правилам в каждой сессии работы. Блин, это прямо как юридическое обязательство, но я и как пользователь тоже несу обязательства.
это идеально. Так, а что здесь? Это предыдущий удаленный из этого дизайн-дока. Файл он назвал cloudinstructions.md. Так. Философия взаимодействия. Как красиво звучит. Мне нравится, я в восторге. А кто давно занимается вайб-кодингом, я думаю, он тоже просто в восторге от того, что мы сегодня создали. Я прямо очень надеюсь, что вы тоже получили такое же удовольствие, как я, потому что я очень прям кайфанул. Так, что он сейчас делает? Compacting conversation, то есть он вычищает свою память контекста, чтобы сохранить важное и чтобы удалить лишнее. А тогда я делаю какую-то паузу в записи ненадолго, попью воды, сделаю 5-минутку или менее минутку, но, в общем, небольшая пауза. Да, сделали паузу меньше, чем 5 минут. И что здесь? Прочитал референс Project Design. Прочитал файлы. Привет, я продолжаю работу с проектом Screenshot to AI. В один клик статус выполненной работы. Все задачи из предыдущих сессий полностью завершены. Project Design MD обновлен до формата индекс. Дублирование инструкции, как построен этот документ начала, перечисление всех функций dev во всех Python файлах, удалены детали реализации 332 строки. Давайте проверим. Так, сейчас глянем. Да, это ссылки. Это хорошо. Так, хорошо. Изменение префикса AI окна. Ну, хорошо, да, пусть это знает. Повторная калибровка. Да, тут больше, чем... Тут еще и логика, установка и настройка. Ага, да, это правильно. Да, то есть он описывает, что необходимо делать для установки и настройки. То есть Project Design у нас не только оглавление, но он буквально там в конце это уже занимает. Сколько, начиная с 1200 строки до 1300, ну, то есть там 100 строк. А до этого вроде бы... Давайте проверим еще выборочно где-нибудь. Так, Dell, очистка, установка Python, скачивание установщика. Нет, все равно тут какие-то... описание того, что можно не описывать. Еще возвращаемся и смотрим. Так, это мы уже применили. А что я вижу еще в пункте 9 Project Design MD?
есть этапы, которые содержат примеры кода, и это уже становится энциклопедией, а не оглавлением. Приведи, прочитай, пожалуйста, весь документ Project Design MD и приведи его, пожалуйста, в соответствие, чтобы это был именно справочник оглавление, а не энциклопедия. Но мы уже знаем, что мы не можем сразу прийти сюда и что-нибудь... Нет, можем. Здесь нету выбора 1, 2 и 3, поэтому если в терминале мы сейчас сюда вставим, то мы сможем продолжать это все читать. Да, вот мы вставили, нажали пробел и сможем сюда еще докидывать. Так, цветовые схемы, там JSON, там код, то есть это все уже он сделал оглавлением. Финальный размер 1394 строки было 1700, вообще 1900 было. А Cloud Instructions MD создан с нуля. Это мне понравилось, я читал, так что это все мне понравилось. Теперь мы тогда оспариваем только вот это. Enter, пусть он еще прочитает Project Design MD, потому что это важно. Нам тут мусорник не нужен. Да, ну, задачу он понял правильно. Понял, сейчас прочитаю весь Project Design MD и найду все места, где есть примеры кода вместо ссылок на файлы. Так, хорошо. Он читает найденные проблемы, примеры кода вместо ссылок. 9 раздел. Там, где мы и нашли. Примеры батч-кода, примеры, полные requirements, весь код файла, детальный Python примеры. 8 раздел, то, что мы не нашли, но вот методом тыка в 9 нашли, и он в 8 признается, что тоже нашел. Огромные Python примеры с проверками, форматы BAT, раздел Workflow выполнения, полный код, детальные примеры с задержками, раздел Utils. Да, ну то есть вот было бы классно, чтобы этот файл был там, я не знаю, там, на данной стадии 800 строк, ну, там, до 1000 строк. План исправления. Я предлагаю заменить все примеры кода на краткое описание с указанием формат было, станет, было, станет. Да, то есть вот файл, функция. Тут вот он еще до этого очень элегантно предложил, что файл оглавления будет включать методы, которые могут использоваться в функции. Поэтому мы сейчас ему здесь напомним, чтобы... прогноз после обработки минус 400, это да, хорошо, как раз до 1000. Но мы его еще, ну, пусть код увеличится, но чтобы он мог легко его использовать. Мне очень понравилась еще твоя идея, когда ты сказал, что кроме того, что ты будешь видеть файл, где он находится, функции внутри, если внутри функции используются какие-то методы, которые туда передаются, или как использовать эту функцию, чтобы ты сразу из Project Design понимал, как вызвать эту функцию, то вот такой вот формат, если ты кратко себе как-то это будешь записывать, да, то это будет идеально. Ориентируйся, пожалуйста, Project Design, чтобы этот документ был в том числе... хотел сказать, что удобен только для искусственного интеллекта, но потом понял, что ты напишешь все в одну строчку, и мне это будет сложно поддерживать. Нет, все-таки пусть это будет удобно и для человека, и для искусственного интеллекта.
Пусть, да, это будет легко читаемо, с энтерами отбитыми, как это сейчас и есть, но вот эта вот твоя идея насчет функции, чтобы ты из этого файла видел, как вызывать эту функцию, да, то вот это вот учти, пожалуйста, при изменении в этот файл. Сами себе чуть-чуть противоречим, потом сами себя исправляем. Ну, вот, копируем, вставим. Он думает, что мы от него хотим, что одобрили, что отвергли. Так, он предлагает, общается с нами, то есть использует уже наш контракт. Отличная идея, согласен полностью. Давай я покажу несколько вариантов формата для функции, чтобы ты выбрал удобный. Варианты формата для функции. Первый, компактный для простых функций. Функция log msh wrapper для логирования с префиксом screenshot. Clear debug log очищает. Мне нравится. Плюсы быстро читается, компактно, минусы не видно дефолтных значений примеров вызова. Второе, подробные для всех функций. Def, update статус, перечисления, какие параметры в нее передаются, параметры, которые передаются, что возвращает, что делает, и пример. Максимально понятно, видно все детали, есть примеры, минусы, много строк. Документ будет огромным. Мне пока что второй вариант нравится. Гибридные рекомендую. Простые функции 1-2, параметра нет, дефолтов. Сложные функции 3 и больше параметров. Дефолт, важная логика. Плюсы, баланс между компактностью и информативностью нужно решать. Простая или сложная для каждой функции. Мне пока что вторая больше нравится. Двухуровневый краткий список функций. Это вообще огонь. Детали только для ключевых функций. Лог, минусы, компактный список, детали где важно. Может пропустить детали не ключевых функций. Мэри. Рекомендация 3, золотая середина. Общаемся. Если гибридный, то получается ты какие-то функции можешь тогда упускать, но если мы выберем второй вариант, то ты гарантированно будешь знать, где что и как сделано. То есть мне, наверное, больше нравится, чтобы все функции были более-менее описаны, но я не понимаю, зачем, допустим, строка что возвращает данные. То есть ты же искусственный интеллект, ты пишешь инструкцию сам для себя. То есть если какие-то данные для тебя избыточны, то, может быть, их не нужно вписывать туда. То есть давай отталкиваться от архитектурного решения варианта номер 2 и давай обсудим, что в нем действительно нужно, а что ты написал как, ну, на всякий случай, как для человека. То есть исходи из того, что мы в первую очередь составляем документ короткий, который будет читать искусственный интеллект, ты будешь читать, и ты будешь легко понимать, что находится в самом проекте. И при этом
я должен тоже иметь возможность читать этот документ и понимать его. Но в первую очередь это для тебя, ты создаешь документ, чтобы он для тебя был функционален. Вот, то есть, исходя из этого, хорош ли второй вариант, который ты предложил, и все ли штуки в него включены, которые тебе нужны, и нет ли каких-то лишних, есть ли какие-то штуки, которые ты бы вычеркнул, если бы писал именно для самого себя, чтобы просто правильно создавать дальше код, исходя из логики проекта, чтобы ты мог выполнять Cloud Instructions MD в контракте, который мы с тобой заключили. Мне понравилось, что он заключил со мной контракт. Почему нет? Почему нет? Очень даже классно. Как юрист по первому образованию, я готов к такому контракту. Он мне советует, а если что, признаю свои ошибки. А он, если не прав, то он тоже признает свои ошибки. Вот так вот договариваемся о правилах совместной работы с искусственным интеллектом. 2026 год. Февраль. Так, он с нами общается, он ничего не создает. Отличный вопрос. Давай честно разберу, что мне AI реально нужно, а что я написал для человека. Анализ, что избыточно для AI в варианте 2, что я бы убрал избыточно для меня. Возвращает known. Ну да. Возвращает known, убрать. Почему это я увижу, когда прочитаю файл, не критично для вызова функции. Подробное описание каждого параметра. Параметры статус ID, ID статус из констант. Избыточно. Completed bool. Статус завершена избыточно. Почему? Если параметр называется статус ID, я уже понимаю, что это ID статус. Описание дублирует очевидное. Секции, параметры, что делает параметры, лишняя структура, что делает лишняя структура, почему я вижу параметры и сигнатуры. В сигнатуре секции создают визуальный шум. Супер! Что мне действительно нужно? Полная сигнатура с типами и дефолтами. Update статус, статус ID, str, complete true, error false, message. Почему я сразу вижу, что передать и какие дефолты есть? Критично. Супер! Вот я тоже так думал. А что делает первая строка? Обновляет конкретный статус в current status JSON. Почему? Понимаю, зачем вызывать функцию критично. Хорошо. Пример вызова только для сложных. Update статус. Почему? Показывает реальное использование, полезно для функции с 3+ параметрами. Оптимальный формат для AI, моя версия. Простые функции 1-2 параметра. Log, clear, get session ID. Сложные функции. Update, success, status ID. Сравнение было. Стало. Ну, совсем же другое дело. Я поэтому и начал как бы волноваться, что слишком как-то... Что я оставил сигнатуру, что делаем одна строка, примеры вызова. Вот это мы ему напомнили, что он классную идею там генерировал. Типы в сигнатурах вместо описания параметра. Что я убрал? Итоговое предложение. Так. Да, я с тобой согласен.
делай, как ты сказал, плюс еще прочитай инструкцию в начале файла Project Design для того, чтобы изменить инструкцию, то, как этот файл должен быть написан, потому что мы сейчас поменяли эти правила. Прочитай, что актуально, и что уже не актуально, вычеркни. Так, вырезаем, вставляем, отправляем ему. Вот такое вот общение с сотрудником, с искусственным интеллектом. Вот это вот настоящий вайб-кодинг, где вы начинаете контролировать разработку. Я считаю, что это хороший пример. Очень меня поддержит, если будут лайки, репосты, комментарии, подписки. Так, отлично. Сейчас прочитаю инструкцию в начале и покажу тебе, что устарело и как обновить. Хорошо. Так, читаем, что устарело в инструкции. Строк 26, формат, список функций, классов, название устарело. Окей, хорошо. Функции устарело. Новая версия. Что содержит этот документ? Полные пути, назначение, импорты, список функций, простые функции, сложные. Есть характеристики, чтобы он не запутался. 1-2 параметра или 3 и плюс. Типы параметров, примеры вызовов. Только для сложных. Указатели на детали, где искать детали. Что не содержит, детали остаются в коде. Формат. Так, сложные параметры, функции, правила для план действий, обновить инструкции, новый формат, обновить все функции в документе, применить AI оптимизированный формат, убрать примеры кода из раздела 9 и других мест, проверить итоговый размер должен быть 900. Сейчас. По первому пункту да, по второму да, по третьему да, по четвертому не ставь себе каких-то ограничений. То есть если согласно информации, которая должна быть в файле, необходим объем, то может быть любое количество строк. Но если суть сохраняется такая, что ты как искусственный интеллект можешь прочитать логику файла, то да, ты вполне можешь сокращать, и сокращение это хорошо. Но если необходимо для дела оставлять строки, то оставляй. То есть по четвертому пункту вот такие вот замечания, остальное, да, все хорошо, делай. Вот, еще и тут мы не согласны. Вот такие вот мы бабки-ешки всегда против. Вроде бы все зеленые красивые галочки нам написали, а вот здесь вот проверить итоговый размер. Должно быть до 900 тысяч строк. То есть он выставляет себе критерий не качества содержимого, а ограничения по объему. И он выполнит это ограничение по объему даже в убыток, в ущерб качеству. Так, детальные примеры кода. То есть он обновляет инструкцию, как создавать Project Design. Так, теперь начинаю обновлять весь документ. Это большая работа. Создам задачи для отслеживания прогресса.
О, какой умничка, как красивенько. Да, чтобы нам не скучно было сидеть. Начинаю работу по задачам. Приступаю к задаче 1. Обновить формат функций в разделах 2-7 основные скрипты. Начинаю работу по задачам. Вроде бы мы хотели... давайте так. Здесь, где 3 часа видео мы кодим, мы начали с того, что искусственный интеллект прочитал весь проект. И можно сказать, что он как будто бы его понял, но из-за того, что у искусственного интеллекта есть ограничения по контексту, сколько он помнит всего, и новая информация вытесняет старая, то здесь слишком много информации, чтобы все помнить. Поэтому создать Project Design MD — это супер хорошая идея, которая поможет экономить по 40 минут в каждую сессию кодинга, когда обновился контекст, когда перезагрузился компьютер, когда Cloud Code перезагрузился в терминале PageCharm. Так, вот как он сокращает. Мне нравится, очень хорошо сокращает, многое уходит, и все важное у него остается. Так, обновить формат функции. Ага, еще обновляет формат функций, существенно сокращает. При этом качество, может быть, даже повышается, потому что есть, как он будет это все вызывать, а не просто описание, где что лежит. И мы целенаправленно даем ему на задание, да, это тоже применить. И мы целенаправленно даем задание именно создавать дизайн проекта согласно дизайна проекта. Тавтология. Масло масляное. Теперь обновлю utils logger py. Так, а это он что-то делает странное. Нет, все-таки он Project Design MD. Кромсайт, хорошо, да. Пусть он пока закончит с этой задачей. Ну, я вижу, что большие куски сокращает, так что я буду очень рад. Ему тоже, да, это тоже применить. Ему тоже будет приятнее, легче работать. Вы будете тратить меньше токенов, и результат вас будет больше радовать. То есть вот такая вот настройка. Можно сказать, то, что мы сегодня делали. Первое видео — это вот проба пера. А сегодня у нас мы увидели сложности, с которыми мы столкнулись во время веб-кодинга. И мы сейчас лечим те ошибки, которые были. Они типичны для всех веб-кодеров, поэтому я не знаю. Первое видео можно посмотреть просто для контекста, что мы сейчас правим. Но вот это видео, которое мы сегодня записали, я считаю, что оно обязательно для просмотра каждому веб-кодеру. Сэкономится прямо много денег на токенах. И более качественный код проекта будет создаваться, будет сильно более качественный. Так, теперь обновлю. Что-то он какие-то Python. Ну вот, он пока работает с MD-файлом, хотя говорит, что обновлю Python код там, обновлю Python код там. Давайте зайдем в commit и посмотрим, что он в принципе менял. Мы видим, что он, обманывает, что он где-то там Python-овский код менял, потому что здесь только MD-шные файлы. Project Design Backup, который он изначально создал, Cloud Instructions, MD. Так,
это он уже поудалял все. Приступая к задаче 2. Убираю примеры кода из pass and keys. Читаю весь раздел auto update config py. Так, ну все-таки с Project Design MD он работает, хоть и читает какие-то отдельные файлы. Так, где мы находимся? Вот. Хорошо. Он что-то удаляет и меняет. Ну этапы. Помните, что мы нашли какие-то этапы? Зачем они там были? Вот, да, правильно их убираем. Такой сухонький документ у нас будет. Обновленный. Так, да, применяем. Приступаю к задаче 3. Убираю примеры кода из раздела 9, читаю установочные скрипты. Я не знаю, зачем он установочные скрипты читает. Вот bat файл читает. Ага, он создает сейчас оглавление, и для того, чтобы качественно он мог создать оглавление, то он вычитывает, что есть внутри файла, обращается к нему, и только после этого он может составить краткое качественное оглавление по этому файлу. Да, так что он читает, но меняет только Project Design MD. То есть все, что только было в рамках текущей нашей сессии. Думаю, да, хотим применить эти изменения. Еще куски кода он понаходил, которые, вообще не нужны. Только путают, создают шум, как он говорит. Я прямо в восторге от сегодняшнего дня. Вот сколько кода удалил. Класс. Нет, где мы? Вот сколько кода удалил. Так, да, хорошо. Просто переписывал какие-то куски кода в дизайн документа. Точно это не нужно. Хорошо, что мы просматривали. Да, начало он там сделал хорошо, а потом в середине, в конце уже начал неэффективный проект дизайна создавать. Не оглавление, а энциклопедию. Так, хотите ли сделать эти изменения? Тоже тут что-то сокращает. Ну да, сокращает чисто до оглавления. И там какие-то задержки в секундах, какие клавиши нажимаются. Ну, конечно, это в дизайне проекта абсолютно не нужно. Полностью согласен с этими удалениями. Это технические детали, как это все отрабатывается. Это визуальные детали. Просто где их искать, если надо. А дальше он уже туда пройдет и быстренько прочитает. Все задачи завершены. Так, волнительно. Давайте посмотрим, сколько у нас сейчас файл. Меньше 1000. Супер. 896 строк. Инструкция, при том, что мы саму инструкцию, как писать инструкцию, еще добавили, ее изначально не было. И она занимает 88 строк. Мне очень нравится, что произошло. Так. Итоговая статистика. Было 1300, стало 895, минус 36%, минус 499 строк. Что было сделано? Задача 1. Обновлен формат функций AI оптимизированный.
Обновлены файлы. Хорошо. Формат функций простые и сложные. 1-2 параметра или 3 более. Задача 2. Убранные примеры кода из pass and keys. Обновлены файлы. Казалось бы, мы дали простое задание в начале нашего вот такого семинара, да, практического, где я показываю, а вы что-то делаете на своем компьютере. Может быть, просто смотрите, может быть, просто аудио слушаете, потому что мои видео можно смотреть даже с аудио и учиться программированию, несмотря на код, а просто там, на пробежке какой-нибудь. Убраны примеры кода из установочных скриптов, обновлены файлы. Супер. Задача 4. Убраны примеры кода из workflow. Результат, инструкции обновлены, все функции с типами, param type default value, убраны примеры кода, документ стал индекс, карта проекта, а не энциклопедия. Читаем для AI и человека баланс между компактностью и информативностью. Готов к использованию. Давайте проверим на всякий случай, может еще что-то тут найдем, что не так, но я думаю, уже все должно быть классненько. Используется система логирования. Пока мне все нравится. Workflow, этапы. То есть он сделал не только перечень всех файлов, но еще workflow, этапы workflow. А нужно ему здесь это или нет? Функции, классы. Общаемся. Нужно ли? По-моему, нашли еще что-то, что ненужное. То есть тут еще какие-то такие штуки описательные, которые тут не должны быть. Как это относится к дизайну? Ну, никак, это технические детали. Пообсуждаем с ним, услышим его мнение. Так, отличный вопрос. Давай разберем, что здесь действительно нужно для И, а что избыточно. Анализ описания, что избыточно, детали, что важно. Ага, то есть ему что-то из этого важно. Так, real-time, окно статуса workflow, вариант 3 с числами. Мой аргумент для индекса документа лучше вариант 1 или 2, потому что я все равно прочитаю код, когда буду работать с этим классом. Конкретные числа быстро устаревают, если ты изменишь
А, м, Ты рекомендуешь один или два? Так, капслок выключим. И давайте сразу надиктуем следующее. Проверь весь документ Project Design MD. Может быть, если он большой, то кусками. Есть ли еще где-то вот такие вот энциклопедия вместо оглавления, как мы сейчас сделали, или другой какой-то вид? Так, возвращаемся в PageCharm. Я рекомендую вариант 1. Сохраняет важный контекст, теряет контекст. Золотая середина. Ок. Сделай 1 и вставим то, что надиктовали. Не зря, не зря мы все-таки прочитали уже готовый и обсужденный во всех плоскостях документ. Да, хочу изменить. Проверяет весь документ на энциклопедию. Читаю документ частями, он великоват. Казалось бы, документ, который мы создали там в начале за один промпт, мы вот мучаем сколько? 2 часика для того, чтобы получить какой-то хороший вариант, и чтобы использовать будущее. Это очень важно, это как фундамент, это как инвестиция в наш дом, инвестиция в нашу недвижимость. С этим фундаментом потом очень просто будет двинуться дальше. Так, он что-то поискал и написал очень много. Нашел 7 проблемных мест, где энциклопедия вместо оглавления. Проблема должно быть. Так, проблема 3, статус трекер OPI, показаны константы, строки 450. А что не так? Показан код констант, статус ID. Должно быть константы, статус файл, путь такой-то и 7 статусов. Показан код 456. Ну, давайте посмотрим. 456. Да, действительно. Статусы перечисляются константы с описанием. То есть он предлагает просто убрать описание и дать ссылку, что детали можно посмотреть там. Да, хорошо.
Установка примерное время 5 минут, 2 минуты. Должно быть убрать время, не критично, но избыточно для индекса. Так, это 796, 796 строка. Давайте глянем, о чем это. 796. Автоматическое выполнение, 6 шагов. Ну да. Тут как пойдет. Это за секунду вообще делается, а не какие-то минуты. Так, проблема 7, конфиг in, пример кода 850. 850. Ну да. Да, я согласен. Мой вопрос исправить все или какой-то оставить. Мое мнение, проблема 1, 3 и 4 критично, 5 и 7 менее критичнее. Исправь все 7, да. Пусть исправят все 7. Ну, тоже немало удалил опять. Да, хорошо. Применить удаление. Вот он пишет, что исправление logger py константы, но при этом, если зайти в коммиты, где видны все файлы, которые менялись, мы видим, что этот файл не менялся. Поэтому исправление, update, project design md, только он менялся. Так что можно не волноваться, что он меняет какой-то дополнительный код. Поэтому веб-кодеру хорошо использовать какую-то IDE-шку, в которой он будет легко смотреть, что вообще происходит. Происходит что-то контролируемое или что-то непредсказуемое. Так, что тут еще? Я не понимаю, в чем разница, но окей. Он удаляет, это было задвоение просто. 515 и 516 строки, они дублировали информацию, полностью идентичные данные. Поэтому лишняя строка была удалена. Такой поджарый у нас будет файлик. Project Design, который мы будем дополнять, пока будем работать над проектом. Вот это критически важно, это наша память, это то, что мы передаем из сессии в сессию искусственному интеллекту о нашем проекте. Поэтому мы, да, уделили там 2 или больше 2 часов на это, но это прямо очень важно. Да, это тоже поменять. Так, тут он убрал просто обязательные минуты и секунды, сколько оно занимает, потому что, ну, в зависимости от работоспособности компьютера, у каждого человека это будет разное время. Так, все 7 проблем исправлены. Проверяю итоговый результат. Так, ну, в общем, говорит, что мы молодцы, что мы хорошо и правильно его отдебажили. Опять мы не соглашались с его результатами. Сколько сейчас? 842 строки. Хорошо, хорошо. Давайте выборочно проверим. Так, допустим, здесь import from utils функции, главный workflow, файл, путь,
назначение, импорты, функции, классы, методы. Детали смотри здесь. Отлично. Да, вот в таком вот виде я как раз и хочу. Константы, детали смотри здесь. Функции такие-то. Отлично, отлично, отлично. То, что надо. То, что доктор прописал. И файл меньше, его удобнее читать, его удобнее смотреть. Не то, что там было сколько? 1900 строк изначально. Так. Функция def применяет стили, возвращает. Ну окей, ладно, там не критично, пусть будет 8 строк, пусть даже и лишние. Так, назначение, абат, этапы, детали. Ну, отлично. И он, получается, здесь выписывает в длинную строку. А что, какие библиотеки он выписывает, это удобно для искусственного интеллекта и понятно для человека. Окей. Меньше строк кода. Может быть, даже быстрее выполнение. Ну, точно, да, но незначительно. Так, автозакрытие, система логирования используется. JSON используется, Session ID, установка и настройка, запуск BAT, 6 шагов, 5 шагов, инструкция, повторная калибровка, запуск batch, калибрейт, процессы. Мне все нравится. Да, хорошо. Так. Предложи мне текст для комита. Я вначале люблю писать, ну или да, просто предложи текст для комита. Я обычно просто люблю писать, работает или не работает, но здесь мы не работали с бэкэндом, не работали с фронтендом, поэтому именно мой комментарий работает или не работает будет неуместен, и можно дать просто описание, что мы добавили и почему, и что он делает. Первая строка видна всегда, когда вы видите гид, и остальное уже видно после Enter, только если зайти в конкретный коммит и почитать его. Так, docs refactor project design md to index format. Давайте мы ему дадим, как он должен составлять тексты для комита. Первая строка должна содержать summary, и она видна в общем обзоре. То есть первая строка, она должна содержать summary всего, что есть. А дальше уже, когда ты Enter отбиваешь, дальше можешь описывать более подробно, что происходит. Что можно там описывать? Какие файлы были созданы, потому что у нас были не просто рефакторинг какого-то файла, а мы прямо создавали файлы. И что в них, ну, коротенечко. В принципе, не очень много. Вот, я люблю такой формат. И то, что он написал и предложил, это не информативно. Вот, Doc Optimized Project MD for AI Navigation. Он не включает то, что у нас было создано больше одного файла. У нас создано как минимум 3 файла. И то ли он забыл, что мы Cloud Instructions еще создали, или помнит, или он смог прочитать здесь в PageArmy, что я отметил только эти 2 документа, но бэкап он не писал, что еще создан. Хотя бэкап, я думаю, можно и удалить, чтобы его не коммитить, и его вообще удалить из системы.
Вот backup — это изначальный файл, который у нас был. 1700 — это до того, как у нас инструкция появилась, что мы хотим сделать. Так, delete не срабатывает, тыкнуть на него, delete, и тогда уже да. А безопасное удаление нет, не безопасное, а принудительное жесткое. Окей, возвращаемся в наш диалог и смотрим, что он скажет. Так, он вариант 3 предлагает. Docs add cloud refactor project design md to index. Но мы же создали project design, его не было до этого. А мы project design не просто рефакторили, а мы его полностью создали с нуля. Поэтому, что это рефакторинг, я не согласен. И я рад, что ты добавил тоже Cloud Instructions MD как добавленный файл. И, ну, логика первой строки мне нравится. Видимо, у него уже стерлось это из контекста, что мы в этой сессии создавали этот файл. И он уже помнит только, как мы его рефакторили. Рефакторили. Так, его рекомендация вариант 3, профессионально информативно. Первая строка краткий summary. Ага, вариант 1 рекомендует. Docs create project design MD, index format and cloud instructions MD. Новые файлы, правила работы и с пользователем, и project design, индекс карты проекта, AI-оптимизированный формат. Project Design содержит полные пути импорты, а результат co-authored Cloud Sonnet. Хочет в соавторы. Вот так вот. Так. Инструкции для AI, как поддерживать документ. Я еще хочу, чтобы он написал Cloud Instructions базово. Опиши еще базово Cloud Instructions для комита. Мне очень нравится, как голос воспринимает искусственный интеллект. Я так понимаю, что меня, может быть, сложно слышать и распознавать, но GPT с распознаванием русского текста справляется на ура. Это мы, по-моему, сделали здесь эту маленькую шалость. Так, какой вариант? Вариант 2, хороший баланс. Так, нам надо скопировать только Cloud Instructions, правила работы с пользователем, workflow, обязательная критика, стиль. Все, мы просто это копируем. Ctrl-End, Enter, Enter, Ctrl-V. Есть первая строка. Тут, по-моему, лишний Enter. Тут целая строка пробелов была. Вот, просто Enter отобьем это. Два файла мы пушим. Commit and push. Push. Здесь наше описание. Здесь полное описание файла, которое мы пушим. Push. Два файла committed. Pushed. One commit to origin main. Никаких ошибок нету. Мне этого достаточно, чтобы не перепроверять. Выше мы раньше перепроверяли здесь, в этом видео мы перепроверяли
через разные методики, через PyCharm, через веб-интерфейс, был ли фактически пуш осуществлен. Ну, здесь мы уже как бы знаем, что если IDE PyCharm показывает, что все окей, то все окей. Ну что, сегодня это был прямо, я не знаю, одновременно фундамент и одновременно допинг для недвижимости, которую в виде кода строите вы как веб-кодеры. Поэтому я считаю, что это золото, а не видео. Всем обязательно иметь, всем обязательно смотреть, всем обязательно применять в случае, если вы практик, а не теоретик. Если теоретик, то можете просто смотреть и напитываться информацией, а потом уже приступить к реализации вашего проекта. Финансового вам благополучия, пусть все получается. Хорошего времени суток.